С древних времен волосы символизировали мужскую силу. Вспомните миф о Самсоне и Далиле. «И усыпила его Далила на коленях своих, и призвала человека, и велела ему остричь 7 кос головы его. И начал он ослабевать, и отступила от него сила его». Библейская книга Судей, глава 16. Сегодня мы поговорим об облысении головы или алопеции. Здравствуйте, мои хорошие! Человек ежедневно теряет от 50 до 150 волос, что находится в пределах нормы. Однако усиленное выпадение волос может привести к облысению. Здоровый организм восполняет данную потерю с легкостью. Возьмите пальцами тонкую прядь волос и слегка потяните. Если в руке осталось не больше 2 волосков, все в порядке. Если больше, значит пришло время уделить своим волосам усиленное внимание. Любая внезапная потеря волос развивается под влиянием внешних и внутренних факторов. К внутренним факторам относят наследственность, гормональные нарушения, вызванные заболеваниями желез внутренней секреции, щитовидной и поджелудочной желез, надпочечников, нарушение обмена веществ, например, сахарный диабет, аутоиммунные процессы, когда иммунная система собственного организма препятствует росту волос. Такое бывает при системной красной волчанке, амилоидозе, склеродермии, дерматомиозите и саркоидозе. Заболевания пищеварительной системы. Внешние факторы – это, как правило, различного рода инфекционные заболевания, физические травмы кожных покровов, психические нарушения, стрессы и воздействие вредоносных ядовитых веществ, токсинов бактерий, вирусов, ядов, препаратов химиотерапии, лекарственных средств. Нередко на практике наблюдается сочетание нескольких указанных факторов, которыми и вызывается в дальнейшем потеря волос. На данный момент специалисты выделяют такие типы облысения, как полная потеря волос на голове, гормональное облысение, проявляется в истончении волос практически до прозрачного состояния, диффузное облысение, быстрое поредение волос, высокая передняя линия волос, очаговое облысение, потеря волос на отдельных ограниченных участках, рубцовая алопеция с образованием рубцов на местах выпадения волос. Также отдельно выделяют временное облысение, проявляющееся в течение определенного промежутка времени с последующим полным восстановлением волос, например, после перенесенной химиотерапии. Самой распространенной формой облысения является гормональная или андрогенная алопеция. Приблизительно 95% из всех лысеющих имеют эту форму. Чаще она наблюдается у мужчин среднего и молодого возраста. Следующее по численности – очаговое облысение, менее 4%. На все другие типы алопеции вместе взятые приходится менее 1%. Так что же делать, если волосы начали покидать голову с катастрофической скоростью? В первую очередь не паниковать. Не забывайте, чем раньше вы обратитесь к врачу, тем больше является вероятность эффективного лечения. Врач-трихолог проведет ряд анализов, направленных на выявление причины облысения, такие как исследование иммунного и гормонального статуса, биохимический анализ крови, спектральный анализ волос, компьютерную диагностику кожи, головы и волос. После проведенного обследования, учитывая все выявленные причины потери волос, составляется план лечения, который зависит от формы и степени тяжести заболевания. Как правило, лечение осуществляется в домашних условиях, но иногда требует хирургического вмешательства. Трансплантация фолликулов, когда с областей, не подверженных облысению, то есть там, где располагаются фолликулы, участки ткани с волосами переносят в район облысения. Общее консервативное лечение облысения состоит из следующих этапов. В первую очередь необходимо нормализовать режим труда и отдыха, избегать стрессовых ситуаций и вредных воздействий на работе и дома. Ежедневное меню должно быть сбалансированным и содержать в достаточном количестве белки и железа. Рекомендуется включить в питание нежирное мясо птицы, постную говядину, бобовые, творог, овощи и фрукты в неограниченном количестве, а также морскую капусту и продукты, содержащие желатин, желе, заливные блюда, студень.
Необходимо полностью исключить из рациона алкоголь, кофе, копчености, соленья, приправы, маринады, экстрактивные вещества, а также ограничить прием жиров и углеводов. Обязательно лечение очагов хронических инфекций. Назначается прием поливитаминных комплексов и микроэлементов – цинка, калия, марганца и магния. Также показано применение препаратов, улучшающих микроциркуляцию – трентал, курантил, мазь, салкосерил. Из физиотерапевтических методов используют токи Дарсонваля, рефлексотерапию, в частности, лазерорефлексотерапию, мезотерапию, фонофорез и ионофорез. Показан массаж шеи, воротниковой зоны и головы. Не стоит игнорировать шампуни и бальзамы, обладающие укрепляющим и стимулирующим свойствами. Многие вещества, содержащиеся в них, способны реально уменьшить или даже прекратить выпадение волос. Например, экстракт женьшеня стимулирует жизненные функции клеток головы, делает волосы более крепкими и сильными. Также для питания и укрепления волос следует выбирать средства с пантеноном и маслом жожоба. А для стимулирования волосяной луковицы как нельзя лучше подходит витамин ПП. Из стимулирующих средств следует отдать предпочтение шампуням, содержащим экстракт крапивы, ромашки и ментола. Что касается средств народной медицины, то их следует применять только в совокупности с основным лечением. Здесь можно порекомендовать использование маски на основе корня лопуха. Делается она по следующему рецепту. 2 столовые ложки корня залить кипятком и греть на медленном огне в течение получаса. Остывший отвар процедить и прополоскать им голову после мытья. Хороший результат также дает маска на основе трав. Для ее приготовления следует заварить в термосе зверобой, шалфей, крапиву, бессмертник в равных частях. Оставить на 4 часа. Затем добавить хну до образования однородной кашицы. Нанести на 30 минут на волосы перед мытьем. А на сегодня это все. Не болейте, ставьте пальчики вверх, подписывайтесь на канал «Доктор по соседству» и, конечно, не забывайте заходить в наши паблики в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники, где каждый день мы делимся с вами самыми полезными новостями из мира здоровья и медицины. Здоровья вам!